Как вы относитесь к своему дню рождения? Я давно перестал его ждать и в какой-то момент даже мог забыть, сколько мне исполняется. Но сегодня, прямо во время съемки, 28 ноября. А это значит, что я стал старше на 1 год. 28 ноября мне исполнилось 28 лет. Неплохое, кстати, совпадение дат. Для вас, многих, это удивительно, ведь я похож на школьника, хотя какого школьника? Вы вообще видели, как выглядят 11-классники? Они похожи на моего деда. Но я не о том. Мне 28 лет, а это значит, что у меня больше нет страха смерти. Сегодня мы поговорим об очень интересной конспирологической теории и попробуем в ней разобраться. Я бы не стал о ней рассказывать, если бы она не была такой известной и цитируемой, и если бы на нее не обратили внимание настоящие ученые. А также мой день рождения – это тоже хороший повод, потому что я не попал в клуб 27. Что это значит? Изначально клуб 27 – это своего рода объединение блюз- и рок-музыкантов, которые по разным причинам умерли в 27 лет. Джимми Хендрикс, Курт Кобейн из Нирваны, Джим Моррисон из The Doors и так далее. Вы знаете этих людей, если, как и я, заинтересованы рок-сценой. В дальнейшем туда стали включать всех известных людей, которые отправились в этот клуб – рэперов, актеров. Но почему именно 27 лет? В этом и заключается конспирология. Кто-то говорит о странности смертей. Игорь Чумычкин из группы «Алиса» выбросился из окна, а Курт Кобейн выстрелил себе в голову из ружья. А Брайан Джонс из Rolling Stones обнаружен мертвым в своем бассейне. Если не углубляться в суть, то все это выглядит как проклятие известных музыкантов, которого музыканты иногда реально боятся. И вот эта вот магическая, мифическая цифра 27, ну типа клуб 27 и все остальное, она их скорее не пугает, она скорее вызывает у них ажиотаж. Типа прикольно, что я в 21 буду сидеть на коксе, а в 27 откину копыта. Очень боюсь, мне сейчас через неделю 27 исполняется как бы. Я хоть и выступал на сцене, но в этот клуб меня не взяли, как видите. Наверное, не прошел фейс-контроль. Прямо на входе сказали: ты это иди вон куда-нибудь гуляй. Но что такое клуб 27 на самом деле? Есть ли объяснение этому смертельному совпадению? Спойлер, эта тема приведет нас к действительно интересному выводу. Люди говорят о нем, пишут песни, даже книги. Биограф рок-звезд Чарльз Кросс провел много лет, исследуя этот феномен, и в своей книге выдвинул очень громкое предположение, что люди умирают регулярно во всех возрастах, но есть статистический всплеск для музыкантов, которые умирают именно в 27. Если верить этому исследованию, то получается, что это не просто обыкновенное совпадение. Музыканты каким-то хреном умирают чаще в 27 лет. Звучит как заговор. На самом же деле, все началось в 70-х годах, когда за достаточно маленькое время погибли сразу 3 значимые фигуры в роке – Хендрикс, Джоплин, Моррисон. Это сразу вызвало интерес общественности, ведь всего 27 лет. Все они безумно известны и талантливы, тем более знали друг друга. Как же так вышло? Далее всплыла информация, что рокеры и блюзмены и раньше умирали в 27. Так в этот клуб были вписаны Брайан Джонс и Роберт Джонсон. С последнего, как правило, и начинают эту историю. В какой-то момент он стал очень известным. И если говорят о блюзе, то обязательно вспоминают его. Он однозначно легенда. Но так как о жизни музыканта особо ничего не было известно, то появились мифы и теории. И самое главное, это, конечно, та, которая гласит, что он продал душу дьяволу на перекрестке. И не просто так об этом говорят, ведь он сам в своих песнях постоянно говорил о неком перекрестке, о том, что ходил бок о бок с дьяволом и так далее. И никто наверняка не скажет, как он умер. И вся эта загадка породила большой миф. И не просто большой, а огромный. Как пример, один из самых клевых музыкальных фильмов рассказывает об этой истории. Называется «Перекресток». Очень советую посмотреть. Что ты делаешь один на этом перекрестке, Уилли Браун? Роберт Джонсон сказал, что я могу заключить здесь сделку. Сделку? С кем это? Тогда, может, мне стоит сделать то же, что и ты? Пойти на перекресток и заключить сделку с дьяволом? И он позаботится обо всем. Не смей никогда больше так говорить. В дальнейшем
Это будет началом истории про клуб 27. Достаточно дьявольское начало. А позже появились реально конспирологические теории. Мне вот нравится про белую зажигалку. История такова. У самой известной четверки из клуба 27 во время смерти в кармане была белая зажигалка фирмы Bic. Неспроста, думали пользователи интернета. Эта фишка в свое время реально озадачила пользователей. Вообще не знаю зачем, но сайт snopes.com, который опровергает всякую интернет-дичь, даже тут указали на то, что вообще-то эти зажигалки только начали выпускать в 1973 году, когда первая тройка уже была мертва. А вот у Курта Кобейна она была реально обнаружена в его наборе для героина. Только она не была белая. Классика. В общем, к чему я эту хрень тут несу? Придумать можно что угодно, главное, чтобы было убедительно. А дальше это распространяется. Но это все несерьезно. Вот когда в 27 лет умерла певица Эми Уайнхаус, ученые обратили внимание на эту проблему. Может быть, действительно в 27 лет происходит резкий скачок смертей среди известных исполнителей? Это не оставило их равнодушными, ведь проблему нужно предупредить, если она есть. В British Medical Journal в 2011 году было опубликовано исследование, которое включало чуть больше 1000 известных музыкантов, в основном мужчин, которые попадали на вершину британских чартов. Данные собраны с 1957 года по 2007. За это время погиб 71 исполнитель. Из тех, кто был известен до 27, было 522 музыканта, и среди них было выявлено 3 смерти в возрасте 27 лет. Много? Наверное. Только вот аналогичный показатель смертности был в 25 лет и в 32 года тоже. Никогда не слышал о таких клубах. А это значит, что как минимум в Великобритании смерть среди музыкантов в 27 лет – это не какое-то проклятие. Зато ученые обнаружили, что действительно риск высок для известных музыкантов в возрасте от 20 до 40 лет в период 70-80-х годов. И тут, в конце 80-х, смертей не так много. Странно. Как говорят исследователи, это может быть связано с улучшенным лечением передозировки героином в то время. Ведь зачастую известные музыканты баловались тяжелыми наркотиками, а это, разумеется, увеличивает риск смерти. Другое исследование показало, что четверть преждевременных смертей музыкантов в Великобритании и США было вызвано наркотиками или алкоголем. И вообще умирали больше, чем обычное население. Также часто самоубийства. Вывод они сделали такой. Слава может увеличивать риск смерти музыкантов, но это не 27 лет. Профессор из университета Сиднея в своем исследовании, в котором уже была выборка из почти 13 тысяч человек, пришла к выводу, что за последние 70 лет жизнь известных музыкантов была намного короче, чем у обычного населения. А уровень самоубийств как минимум в 2 раза больше, а просто убийств аж в 8 раз. Наверное, потому что музыканты часто использовали, да и, наверное, используют лозунг «секс, наркотики, рок-н-ролл» и «живи быстро, умри молодым». У них получается. А верить этим исследованиям или нет, вы уж решайте сами. Это все не очень забавное совпадение. Апофения и, по сути, подтасовка фактов. Ведь главная проблема в том, что люди незначительное количество смертей в возрасте 27 лет нивелируют тем, что так совпало, что это были прям очень известные музыканты. Такая же ситуация с проклятием 9-й симфонии. Мол, после Бетховена все, кто напишут свою 9-ю симфонию, умрут. Да, такие примеры были, но было и много примеров, когда люди в то же время писали 9-ю симфонию и выживали. Счастливчики. Нужно ведь понимать, что всегда есть вероятность умереть, не написав ни одной или написав 110 симфоний. Но совпадения очень легко распространяются всякой прессой. Вспомните только историю про человека, в которого столько раз попадала молния. Совпадения случаются, вы должны это принять. Но это не означает, что это что-то необъяснимое. И на примере музыкантов и конспирологии я хотел показать вам в очередной раз, что нужно скептично относиться к чему-то загадочному. Проверяй, если есть возможность. Так это я о чем? Основываясь на мнении исследователей, можно сделать вывод, что известные музыканты рискуют, так как у них повышен риск смерти от наркотиков, от суицида, от убийств. Разумеется, это не касается всех. Вы посмотрите на Оззи Осборна. Этот чертила давно должен был скуриваться от наркоты, но он смог обмануть смерть, как и Кит Ричардс из Rolling Stones. Да вы только посмотрите, на BBC вышла статья, почему Кит Ричардс до сих пор не в могиле. Вот уж название. Наверное, обидно.
Ответ – потому что бывают исключения. Я бы на месте музыкантов изменил немного вектор и придерживался лозунга «Живи долго и радуй новым творчеством». Ведь так грустно от того, что Metallica, AC/DC, Scorpions когда-нибудь закончат свое существование. Вот так вот из конспирологической теории мы пришли к проблеме выживаемости артистов. Вряд ли, конечно, меня смотрят популярные музыканты, но мало ли. Может, хоть вы их убедите, что они в группе риска, как были в свое время Мэрилин Монро, Элвис Пресли, Уитни Хьюстон, Горшок, Лил Пип, Уэйн Статик и многие другие. Да, все эти люди скончались от наркотиков или передозировки какими-то препаратами. Все ссылки в описании. Как всегда, проверяйте все сами и не имейте авторитетов. Уж тем более в лице меня. All in all, we're just another break in the wall. Мой день рождения прошел, опасаться больше нечего, а это значит, что можно начать готовиться к новому 2019 году. Надеюсь, новый конец света не придумают. Так вот, Новый год для меня это в первую очередь подарки. А поэтому я с удовольствием согласился принять участие в акции «Тайный Санта», которую проводит CityLink совместно с другими клевыми ребятами. Например, Кадзекрэпом, Соколом, Сындуком, Юджином и так далее. Не вздумайте переключаться, ведь у вас есть возможность получить подарок. Ну а для начала посмотрите на это. У меня есть два невскрытых конверта. В одном из них блогер, которому я должен буду выбрать подарок, а во втором сумма, в которую я должен уложиться. Поехали. О, Сокол. Кстати, отличный парень, я как-то появлялся на его канале. Так, что там посмотрим по цене? Этому счастливчику. 30 тысяч рублей? Серьезно? Я друзьям такие подарки не выбираю. Будет, знаете, неловко, если Соколу достался я, и там конверты 1000 рублей. Ржать будем всем селом. Ну, давайте выберем парочку вариантов. А какой именно из них я подарю Соколу, вы узнаете как раз на его канале. Знаете, кого он мне напоминает в этой шляпе, в которой всегда ведет выпуски? Актера Чи Макбрайда, который снимался в «Угнать за 60 секунд». Обожаю этот фильм, кстати. Надеюсь, он не делал на него критику, было бы неловко. Так вот, в этом фильме главной машиной был Ford Mustang. Обожаю эту машину, кстати. И вряд ли Сокол против классического звука винила. У меня есть отличный вариант. Виниловый проигрыватель, стилизованный под приборную доску Мустанга. О, да! Поверь, тебе понравится. У меня есть именно такой, и я с него кайфую. Второй вариант — Nintendo Switch. Тебе вообще зайдет, бро. В поездке он вообще незаменим. Большой экран, миллионов отличных игр и, конечно, возможность вдвоем поиграть. Ну и в комплекте культовая Зельда идет. Опять же, говорю это не просто так, потому что сам являюсь счастливым обладателем. Ну и последний по классике. Видеоблогеру просто необходимо иметь много жестких дисков, чтобы не потерять данные. Пробовали, знаем. Отстойное чувство. Поэтому Лэйси на 4 терабайта – отличный вариант, я считаю. Ну, а теперь для вас. Ставим лайкос на этот видос и переходим по моей ссылке на сайт CityLink, где вы должны будете выбрать подарок, не превышающий сумму, что мне выпало в конверте. Это 30 тысяч рублей, видимо. Ссылку на выбранный товар пишите в комментариях вместе с вашей ссылкой ВКонтакте. Но делайте это только один раз. Прошу вас. Подробно читайте в описании. Внимательно читайте, чтобы ничего не упустить. А итоги вы узнаете 10 декабря. Надеюсь, вам понравилось это видео, особенно любителям рока. Ведь, как мне кажется, этому жанру сейчас, ох, как несладко живется. Живи долго, радуй творчество.